Уверена, если открыть телефончик каждый из вас, мы увидим внушительный виш-лист. Это когда мы смотрим с вами посты в Запредграме, посты в Телеграме и просто выписываем. Ага, New Balance, вот эти очень модные, я хочу, мне супер подошло под тренч, который, кстати, я тоже купила в прошлом году, потому что он был тоже очень модный. Ну и вот так далее, так далее. И я решила, что у меня, как и у вас, как и у любой девочки, любого мальчика, очень много таких покупок, которые были обусловлены инфлюенсерами. Да, вот мы смотрим с вами блогеров, я не исключение, я тоже. У меня есть мои любимчики, я смотрю и понимаю, что я тоже хочу этот Стэнли Кап, либо сумочку Жакмюз. А что насчет блеска Роуд? В общем, все мы одинаковые. И у меня огромное количество того, что я покупаю под влиянием кого-то. И я поняла, что не всегда эти покупки, они как-то оправдывают ожидания, потому что чаще всего это супер что-то недостижимое, тебе нужно писать байеру, тебе нужно ехать в отпуск, писать своей заморской подруге, но, в общем, дело не из легких. И некоторые супер превзошли ожидания, то есть я понимаю, что, блин, как я жила без этой вещи раньше, спасибо, что вы рассказали. А некоторые, ну, прям пипец, вот ты уже даже понимаешь, что я не хочу эту вещь уже окончательно, не знаю, она мне принесла кучу горя, как моя сумка Жакмюз, к примеру, но все равно ты ее хочешь, потому что, блин, это модно. В общем, если вы такая же, как и я, или такой же, как и я, если вы тоже идете вечно на поводу у моды, у инфлюенсеров, и сидите сейчас и думаете, так, сократить ли мне виш-лист, либо его, наоборот, расширить, то вы по адресу, потому что сегодня мы будем смотреть на кучу всего супер горячего. Это будет популярная косметика, популярная обувь, аксессуары, в целом какие-то позиции по типу там брендовой бижутерии. Вообще она нужна? Стоит ли игра свеч? Если хотите, покупать или не надо? В общем, сегодня очень обширно, очень интересно, и я надеюсь, что вы уже подписались на этот канал, чтобы его поддержать, на Телеграм, и напишите комментарий, кстати, вот, и если вы откроете ваш виш-лист, самая первая позиция, чего вы дико хотите, даже если это невозможно купить, даже если нужно там стоять в очереди, я не знаю, месячную в вейт-листе, все равно напишите, потому что я уверена, что после этого видео, несмотря на то, что мы ругать чего-то будем, мы с вами все-таки любимчиками новыми тоже обзаведемся. И раз уж мы с вами про косметику, давайте с нее и начнем, и потом плавно так перетечем в какие-то гаджеты, лайфстайл, одежду и аксессуары. Первое, что приходит на ум, напишите, что вам, это, конечно же, блески Роуд. Сколько я про них слышала, сколько я про них писала, и мне тоже нужно. Мы с подругой полгода были в вейт-листе, то есть мы записались, первый раз мы с ней немножко прошляпили эту историю, потому что было не очень удобно заказывать, второй раз прямо во время видео, кстати, я снимала видео, моя подруга все это оплачивала, звонила мне, что ничего не получалось. В общем, байеры, просто вам какой-то мой поклон, когда я вижу как раз за предграмме, там просто куча этих блесков. Во-первых, поклон, что вам удалось их достать, а во-вторых, я думаю, понятно, кто сделал ажиотаж. Ну вот, и у них есть то ли 4, то ли 5 оттенков, они все разные, начиная от самого якобы незаметного, они пептидные, они питают, здесь еще большая составляющая в том, что они якобы улучшают состояние ваших губ, не только еще придают какой-то такой пикантный блеск, глянец. И у них есть светлые оттенки, и потом по градации темнее, там розовый, уже более как на сливу похож, такой темно-фиолетовый, и эспрессо, один из самых-самых часто клонируемых, скажем так, потому что во многих брендах появляется похожий оттенок, он очень востребован, и его все хотят, его все скупают, и я тоже купила. Ну что, здесь, конечно, такое. Возможно, мы с вами уже посмотрели в видео, возможно, нет. Давайте как будто бы мы еще не смотрели, потому что видосы, они наперед снимаются. Не знаю, обсуждали мы отдельно или нет. В общем, я бы сказала, что это не стоит того хайпа, который создан вокруг этого продукта. Да, он интересный. Да, если вы с карандашом его используете, он выглядит симпатично. Например, сейчас у меня, кстати, карандашик легкий. У меня Флоренс от Chic, то есть это не Гарда, которая как раз его бы вытянула сильно, но я все равно сдала форму, иначе мы его вообще с вами не увидим. И вот я первый раз, когда его нанесла, я покупала еще подруге, я ей потом привозила, потому что к ней не было доставки. И она просто говорит, ну как? И я... Никак. Ну просто его совершенно не видно, друзья. Если ты не нанес карандаш, то есть если у тебя нанесен карандаш, очень красиво, здорово, супер. Если ты на свои губы наносишь, почти не заметен. Сейчас вот я вам покажу, хотя у нас уже тоже есть подложечка небольшая. Вот в таком формате видно, но он либо у вас будет стекать, либо когда вы его распределяете по губам, оттенка уже почти и нет.
и на губах остается легкий намек на что-то коричневое. Да, если вы glow skin без всего и вот такая вся натуральный макияж не носите, наверное, вам будет прикольно, потому что он все равно, я не могу сказать, что он прозрачный, да, тем более, если сделать сводч, давайте посмотрим, как бы это однозначно что-то с оттеночком. Но если вы хотели что-то прям явно коричневое, нет, это все-таки, да, вот такой легкий уход, который вы, распределяя, превращаете почти в прозрачную какую-то консистенцию. Вот, поэтому здесь выбор делайте сами. Если вы гонитесь за цветом, его здесь не будет. Но он такой липкий, питательный, липкий в плане, с ним комфортно на губах, но он с такими питательными компонентами состава, скажем так, вот пептидная вся история, бустная, она все равно так или иначе питает ваши губы. Но стоит ли игра свеч? Второй раз точно бы не заказала. Масло для губ от Dior. И еще одно, честно говоря, небольшое разочарование. Единственное, что радует, что мне его подарили. Потому что если бы я сама купила, я бы немножко расстроилась. Наверное, я в целом не дикий фанат масел, потому что я бы не сказала, что они как-то прям нереально питают, что это вот лучше, чем ваш любимый бальзам или что-то еще. И при этом, я не особо вижу какую-то разницу. Поэтому платить за масло Dior, сколько оно стоит? 3500, либо в общем, очень много. И тем более ждать его в наличии, потому что они там зачастую заканчиваются, я вообще не вижу смысла. Честно, я не супер ориентируюсь в ценах. Мне кажется, Clarins масло дешевле, чем диоровское, да еще вообще есть и от российских брендов очень много масел, которые плюс-минус одинаковые. Вот правда, ты их нанес. У меня оттеночек 001 Pink, да, это эстетично, да, это круто там закинуть к себе в косметичку, вот так красиво все это в тиктоках распределить по вашим губкам, и на этом все. Аромат у него интересный, такой достаточно освежающий. Сейчас я нанесу и как раз сможем сравнить вот с Rove, да, насколько они одинаково питают, либо нет. Легкий розовый подтон, прям совершенно его не видно. Поэтому любой увлажняющий бальзам, который вам нравится, будет практически так же ощущаться и так же носиться. Сейчас я его, знаете, вот он похож на Rove. То есть я бы не сказала, что оно какое-то супер-мега питательное. В общем, масло от Dior тоже, на мой взгляд, не стоит свеч вообще. Если вы любите масла, хорошо, здорово, но если вы не хотите прям бежать и купить прям масло, потому что вы увидели и вам посоветовали, вы сильно не впечатлитесь, на мой взгляд. Да, эстетика, да, красиво, но просто вот такая увлажняющая штуковина. Уходовые средства от Sol de Janeiro. Мне кажется, любой уважающий себя байер сейчас их возит, а в частности вот такие джет-сеты, наборы для перелета, для отпуска, потому что это удобно, красиво, ты можешь попробовать в мини-формате сразу все самые популярные средства, которые у них представлены. И здесь, кстати, вот немножко ложка меда в бочке дегтя сегодняшнего обзора. Я была опять готова к тому, что это просто вот хайпово, прикольно, все хотят, вроде бы ароматы сладенькие, как я люблю, но, наверное, я не впечатлюсь. Друзья, это была моя самая огромная ошибка. Во-первых, в видео в прошлом я вам рассказывала, что было очень сложно их урвать. В Sephora они практически были распроданы, хотя, кстати, когда я уже там недавно ездила еще раз на выходные, уже что-то там было, что-то можно было взять. Но в марте все было просто сметено, и я уже на последнем издыхании в аэропорту бегу и вижу огромную стойку, у меня не проходят карты опять, я пытаюсь хоть как-то оплатить, оплачиваю, и вот так еду, я причем еще из косметики ничего себе не купила в отпуске, представляете, я тот самый бьюти-блогер, который, что-то с ним было не так, я болела очень сильно, и мне было вообще не до этого, и я летела и думаю, хоть это, хоть девчонкам покажу, расскажу, надеюсь, что как-то меня это впечатлит. И в итоге это просто классное открытие. Да, это дорого. Такие наборы, по-моему, они стоят 28 евро вроде бы. Понятно, что с наценкой в России будет гораздо дороже. То есть образно, да, 3000 рублей. Дорого ли? Конечно, дорого. Но ты можешь все попробовать. Что мне понравилось? Во-первых, вот эти мисты просто очаровательны и потрясающие. Основная линейка у них, такая самая хайповая, самая популярная, это 62-я. И здесь просто что-то вот такое теплое, обволакивающее, сладенькое, но без характера, я бы сказала, просто такая какая-то сладкая дымка. Если вы, во-первых, это очень сладко, будьте готовы, то есть это прям очень-очень-очень приторно. Но если вы любите макадамию, какой-то такой сахар чуть-чуть сушеный, карамелька, то 71-й, который я купила, к слову, отдельно, то есть я взяла 71-й в формате вот такого спрея и наборчик стандартный.
Ох, это так вкусно. Просто, во-первых, оно стойкое, что удивительно, потому что обычно такая ерундовина, это просто вышел из душа, немножко попшикался и вот такой весь воздушный лег в кроватку. Здесь можно прям как парфюм использовать. Очень круто. Прям, не знаю, вот если вы любите сладкие ароматы, то вам обязательно нужно это попробовать. Не только классные ароматические штуки, и крем, и флюиды для тела, и масла. Я пробовала очень много всего, потому что у меня была длительная пересадка, и я сидела, смотрела, в общем, извозюкалась просто вся полностью, пахла на весь этот потрясающий салон самолета, на борту я была самая ароматная и была очень сильно довольна. Поэтому здесь вы линейку выбираете на свое усмотрение, там есть менее, кстати, такие интенсивно-приторные, кажется, розовая немножко, да, цветами отдает, если я не ошибаюсь. У них фиолетовая появилась, которая якобы такая паучья серия, она мне тоже показалась приятная. Ну, в общем, там много, и, по-моему, еще персиковый есть набор. В общем, найдите свой аромат, попробуйте, и я уверена, что если для вас это нормальная ценовая категория, то в целом, ну, плюс-минус весь средний люксовый уход начинается от такой стоимости, то, я думаю, вы очень сильно обрадуетесь, потому что это прям стоит попробовать. И еще одна обожаемая мною вещь, это палетка четверка хайлайтеров от Dior. У меня в оттенке 004, я до сих пор, уже сколько лет она у меня в коллекции, я до сих пор не могу разгадать загадку, что это, лимитка, не лимитка, потому что она появляется, потом пропадает, не так легко ее найти. Но поверьте, вот 004, на мой взгляд, если вы любите все такое красивое, подсвеченное, но без ярко-характерных оттенков, она вам очень сильно подойдет, потому что я сперва схватила 01, побежала, потому что 01 самый популярный, между прочим. Но, на мой взгляд, она тяжелее вот в использовании, потому что там более интенсивные оттенки, и что-то там якобы там на зону бронзирования нужно наносить, что-то там с намеком на румян, ну, в общем, она прям яркая, пигментированная. Хотя тоже там понятно, что сама текстура, она хайлайтерная, и я уже тогда начала увлекаться розовыми макияжиками, и я подумала, зачем мне вообще мучиться, зачем мне париться, и почему бы мне не взять что-то просто вот такое легко переливающееся, разных текстур, разных формул, но все равно с розовым благородным отливом, который подойдет, в принципе, под любой макияж, и будет очень легко с ним вообще макияж исполнить. И, к слову, сейчас на мне вот этот вот золотистый оттеночек, смотрите, как красиво он тоже перетекает, и с таким с гранжевым макияжем выглядит здорово. Палетку однозначно советую вашу косметичку. Единственное, что я заметила в последнее время, как будто она для меня капельку суховата, но все-таки это старый продукт на рынке, уже давно он в фаворитах, и мне бы хотелось бы более, что ли, маслянистую текстуру, не знаю, хотя при этом вот по ощущениям она как будто суховата, но внешне это никак не сказывается, то есть она очаровательно красивая. У нее больше разрозненные блесточки, если вы любите какое-то металлическое такое шлифовочное движение, чтобы у вас прям вся скула сияла неимоверно вот ровным, гладким переливом, такого здесь не будет, но это гораздо интенсивнее, чем Tom Ford, это заметно, это красиво и подойдет и в качестве теней, и в качестве всего. В общем, палетки четверки от Dior это реально must-have, и если у вас его нет, я советую вам вашу коллекцию хайлайтеров, тем более, если вы, например, человек, который просто обожает хайлайтеры, как я, очень-очень красиво. Свечи и санитайзеры. Санитайзеры пришли в наше время еще там 3 года назад, сами знаете почему, и на долгое время остались. Не то, что пришли, просто мне кажется, появилась какая-то на них определенная мода, потому что у меня всегда в сумочке был санитайзер, мне нравилось, когда можно быстро как-то обработать руки, если нет доступа к ванной и все прочее, но вот тогда мы, мне кажется, еще больше вкусили, что вот, а есть там вот каких-то модных брендов, а есть с ароматами, а есть даже, по-моему, Dior, да, санитайзер, ну, в общем, открыли новую графу траты наших денег. И если говорить про эту категорию, то, конечно, я буду воспевать Bath Body Works, потому что это одни из самых популярных свечей и одни из самых популярных санитайзеров. И если у вас закралось сомнение, Даша, а реально ли ты этим пользуешься, Даша, а правда ли тебе это нравится, либо ты просто посмотрела у блогеров, что это популярно, и рассказываешь, ребят, все чистая правда. Чтобы вы понимали, это лишь малая часть моих запасов санитайзеров Bath Body Works. И, кстати, я очень удивилась, когда я делала пост в Телеграме, если вы на него не подписаны, пожалуйста, подписывайтесь, там интересно, очень много полезной информации, скидки, акции, все самое первое вот на Телеграм-канале. Я думала, что мало кто как-то отреагирует. Бывают посты, когда для тебя они важны, ну, вот люди такие, окей, ладно. А тут столько человек мне написали, что они обожают эти санитайзеры, что я просто такая...
вы же мои хорошие. Реально очень-очень популярный бренд и хороший продукт. Да, Bath Body Works достать у нас тоже невозможно. Это либо через байеров, либо когда вы куда-то едете. Самое такое достижимое, по-моему, в Турции рассказывали, что у них есть большой магазин, можно приобрести, потому что не всех еще в магазинах представлены, тем более, кстати, в Европе тоже, что удивительно. Это американский бренд, если не путаю, но в Европе, вот прям в свободном доступе я мало где помню, Bath Body Works. И их свечи, особенно когда они еще у нас в России были, но они задолго до всех событий у нас закрылись, очень уже давно. Очень они были популярны, потому что у них 3 фитиля, это равномерно все нагревается, потрясающие ароматы, чем мне нравится этот бренд, даже если смотреть не только свечи, не только санитайзеры, у них уникально разработанные парфюмерные композиции скорее, то есть да, вы сможете найти что-то там с ароматом яблока, что-то с ароматом груши, но у них есть прям вот, например, Thousand Wishes, мой любимый аромат, что-то у них было еще с Night Day, Day Night, в общем, очень много таких интересных композиций, которые были разработаны их парфюмерами, наверное, и они просто замечательно пахнет, и как они наполняют комнату, и как долго они горят, и, в общем, это одни из самых лучших свечей, не случайно, они очень востребованы везде, и все про них говорят. Санитайзеры, в чем их уникальность? Да, они, конечно, дороговаты, сейчас посмотрим, сколько они стоят, $2 изначально, то есть если вы вот закажете с официального сайта, либо если вам кто-то их привезет. У нас, конечно, их сильно дороже перепродают, но поверьте, такого маленького флакончика хватит вам очень надолго, мне кажется, я 2 месяца точно им пользуюсь, причем я так обширно поливаюсь. В чем их главная особенность? Что они все пахнут так же круто, как остальные средства, то есть как гели, как кремы для рук, как свечи. Вот аромат, если он будет из одной и той же серии, у меня, к сожалению, это абсолютно разные, какая-то осенняя была подборка, мне кажется. В общем, очень-очень много всего интересного. В последнее время я заказываю сетом, чтобы для меня тоже был какой-то своего рода сюрприз, я вытаскиваю аромат, и вот последние там несколько месяцев хожу именно с ним. Мне нравится так, что-то вот хоть что-то, знаете, неопределенное в жизни, но то, что тебя не разрушает, а то, что доставляет тебе удовольствие, потому что обычно такие сюрпризы не очень хорошо заканчиваются в других сферах. Вот, и если, допустим, мы бы взяли с вами Sunny Lemon гель для душа, он пах бы идентично. И вот это мне в них нравится, очень натурально и очень прям парфюмерно. И, кстати, что интересно, меня редко спрашивают, что на мне за парфюм, но постоянно спрашивают, что у меня за парфюм, когда я просто помыла ручки этим санитайзером. Да, и я иногда думаю, типа, а нафига вообще вот эти ваши Делины, вот эти ваши Дольче Габбаны, нафига, если я могу за $2 обработать руки, быть здоровой, счастливой и еще и благоухающей. Stanley Cup. И даже если у вас давно не работает TikTok, и если вы смотрите, например, американских инфлюенсеров, европейских, я уверена, что вы не раз видели эту прекрасную чашечку, бутылочку, бокальчик, называйте как хотите, вот такая штуковина для хранения и питья воды. Я тоже насмотрелась, и тоже мне резко захотелось, но в оправдание скажу, я супер мало пью воды. Да, наверное, это звучит дурацко, что ты покупаешь что-то дорогое, тяжелое, она достаточно тяжелая и труднодоступна для того, чтобы пить воду. Дашь, налей стакан и выпей. Окей, но это для слабаков. Вот. Поэтому я, когда увидела, я поняла, что я убью 2 зайцев, она красивая, она эстетичная, она вроде как удобная, про что я вам тоже расскажу в дальнейшем, и при этом я буду пить воду. И знаете, в принципе, все перечисленное оправдалось. То есть, во-первых, она реально супер красивая, она поднимает мне настроение. Единственное, что она большая очень, но я сама выбрала какую-то супер огромную, здесь литр с чем-то, то есть можно взять еще поменьше, нет, простите, здесь, да, 1,2 литра, вот примерно такой у нее объем, можно взять поменьше, но я подумала, с учетом, что я приобретаю ее для дома, просто чтобы пить посреди рабочего дня, передвигаться по квартире с ней, то тогда вполне себе окей. Да, вы не ослышались, эта штуковина именно для домашнего использования. Вы можете еще, например, ее положить, если вы едете там, в машине в своей собственной, у вас там специальный отдельчик даже под это все будет. Но у меня машины нет, и достаточно странно, на мой взгляд, ходить в городе с ней. Ну, в плане не странно, но неудобно, потому что она не герметично закрывается. И здесь, наверное, минус для меня, потому что ее можно было бы брать с собой в спортзал. Я знаю, что многие даже берут, они ставят так сбоку в свои какие-то спортивные сумки, и вроде бы окей, там либо в руке несут, но мне не очень удобно. Мне нравится, когда можно закрыть, положить ее спокойно, не переживать, что у тебя что-то разольется на твои спортивные вещи, либо на обычные, поэтому действительно, если вы рассматриваете ее покупки, это только домашнее использование. Но
как я ее сильно люблю. Я не буду вас обманывать, что я стала пить по 25 литров воды в день, да, я по-прежнему такая же ленивая, но когда она наполнена, там, или мне ее наполнили, вот так, пожалуйста, попей, либо я сама про нее не забыла, я всегда пью, и я пью так много, сколько я никогда в жизни не пила. Можно, конечно, в комментариях обсуждать, насколько это полезно, не полезно, но в последний раз я опять была у врача, и он меня спросил, почему я так мало пью, наверное, из-за этого у меня болит голова, я уставшая и вообще. Поэтому в целом придерживаемся такой врачебной точки зрения, что пить все-таки нам нужно, и не только кофе и чай. Поэтому, если вы страдаете такой же проблемой, как и я, вы очень ленивый человечек и хотите какого-то эстетичного пинка, то это он, потому что вы будете из нее пить. Она удобная, она супер продумана с точки зрения, там все красиво закрывается, детали все прям проработаны, но она стоит как бы не 2 копеечки. Вот, поэтому, в общем, если вам нужно что-то похожее, то я считаю, что это прям классно. Плавно перемещаемся в категорию гардероба, и начнем мы с аксессуарного гардероба, потому что вы знаете, что я просто обожаю все, что связано с кольцами, украшениями, вот чего только вы не спросите, скорее всего, это у меня есть в одном или в нескольких экземплярах, касательно там каких-то различных брендов. И 2, мне кажется, самые такие хайповые истории. Во-первых, это брендовая бижутерия, нужна она, как быстро она портится, имеет ли смысл тратить на нее деньги. И второе, это, конечно же, украшения от Swarovski, потому что когда у них было перерождение своего рода, ребрендинг, мы обсуждали в отдельном видео, уже старая, правда, но там информация вся актуальная, они стали очень популярны. Все ковровые дорожки, все какие-то мероприятия, наши звезды, зарубежные, все всегда со Swarovski. Да, это не их упаковка, просто мне понравился чехольчик. И тут встает вопрос, а стоит ли игра свеч? Потому что вы, конечно, меня извините, но я вот тут взяла и от Dior украшения, и от Swarovski. И некоторые позиции плюс-минус стоят одинаково, потому что у нас всегда вот в голове, что, я не буду тратить деньги на брендовую бижутерию, эти кольца облезнут, что-то еще, пойду лучше куплю ювелирку, с чем я, собственно, и согласна в какой-то степени, если вы не гонитесь за каким-то уникальным там дизайном, а-ля брендами, это хорошая идея. Но уже и Swarovski стоят не супер дешево. Например, вот эти серьги, вы очень часто меня с ними видите, они, мне кажется, до скидок были 350, что ли, долларов или евро, но это дорого. То есть у меня кольцо от Dior стоит тоже 350. И я здесь как раз хотела показать сравнение, что иногда оглянитесь по сторонам, и, возможно, ваша хотелка уже в пределах там нынешних цен и не такая, а прям какая-то безумная, и стоит себе ее позволить. Давайте начнем со Swarovski. Когда у них случился ребрендинг, я вам в прошлом видео показывала и там старые украшения. Концепт остался тот же, это очень сиятельные украшения, которые там по своим технологиям изготовляются, за счет этого у них очень много граней, и все так это красиво переливается, и это своего рода доступная альтернатива бриллиантам, потому что, простите, конечно, в таких размерах, вот на примере кольца, сейчас посмотрим, бриллианты, мало к себе кто может позволить, наверное, из моих читателей, кстати, если можете, напишите, скажите, да шок, у меня такое колечко бриллиантовое, чего ты мне свою Swarovski предлагаешь? И, конечно, если раньше они были больше такие, просто вот камни и камни, то сейчас уже у них там новый креативный директор, у них новые компании, у них различные всякие инфлюенсеры представляют их бренд, и это стало модно, это стало реально красиво, и это стало прям вау. И здесь очень, кстати, много комментариев было у меня под видео, что Swarovski не стоит своих денег, и это полная ерундовина, и вы можете как раз-таки тоже за те же 400 евро купить себе что-то ювелирное, что будет навсегда вас радовать. Здесь, друзья, наверное, каждый выбирает сам. Я люблю украшения Swarovski, поэтому если вы задумываетесь над покупкой, я вас благословляю на нее, потому что они меня радуют постоянно. Если это та модель, которую я там давно хотела, я практически все украшения куплены на Swarovski, я их постоянно ношу. Есть вот как раз из старого периода Swarovski, они лежат, потому что они какие-то бесхарактерные. Нет чего-то в них. Хотя тоже, если ты хочешь там камушек, да, камень будет очень красиво сиять. И, к слову, то, что я реально обожаю Swarovski, и это не пустая трата денег для меня. Вот еще одни тоже абсолютно новые серьги я купила, кстати, в аутлете. То есть они были по хорошей скидке. Да, это уже не новая модель, как раз она после ребрендинга появилась, если не ошибаюсь, пару лет назад. Но я подумала, что она настолько какая-то классическая, и камень огромный, все как я люблю, то прям мне хорошо впишется в гардероб, и я их ношу каждый день. Единственное, что я могу сказать про украшения Swarovski, это то, что они, на мой взгляд, еще хуже с точки зрения фурнитуры, чем, например, люксовая бижутерия, потому что камни
Никаких нареканий. Но, кстати, вот это кольцо, я рассказывала в прошлом видео тоже, оно у меня падало, и оно просто моментально на куче мельчайших осколков у меня разбилось. Но там спасибо огромное магазину, они пошли мне навстречу, потому что я только его приобрела. Там у нас была своего рода история с размером, и из-за того, что размер мне не совсем подходил, они мне его поменяли. Но я думаю, скорее редкости, просто выражаю еще раз огромное спасибо магазину. Камни супер, вот если вы их не роняете, если вы их особо чем-то не царапаете, все будет с ними хорошо, они сияют, как и прежде, но это не совсем, наверное, показательно на вот этих украшениях вам рассказывать, потому что они, относительно новые, там сколько там, 2-3 года, но даже вот самые старые серьги у меня выглядят просто идеально, как будто я их только приобрела. Но фурнитура оставляет желать лучшего, и причем я очень аккуратна всегда, из-за того, что у меня очень много бижутерии, я снимаю всегда, когда я мою руки, я если ем что-то прям жирное и такое, что может испачкать, я тоже всегда это как-то, в общем, оставляю в стороне эти кольца, я реально забочусь о них. И вот на примере, просто здесь мало фурнитуры, и вы не особо как-то заметите, и, наверное, вот с серьгами лучше всего, и там брендовой бижутерии, потому что не сильно вас расстроит. Но кольца, которые соприкасаются с вашим пальчиком, которые постоянно, да, в каком-то супер потливом месте находятся, сложно, наверное, вы, наверное, не увидите, но здесь просто, извините, конечно, но почти полностью покрытие все слезло, и осталось вот такое, я не знаю, какое-то металлическое, ржавое нечто. Это не видно, потому что, сейчас понятно, вам свет отдает, но даже в жизни, если не присматриваться, если никто вот так не будет смотреть ваше кольцо, никто не увидит. Но, да, вас это может расстраивать. Возможно, кстати, можно какую-то реставрацию отдать, может, чем-то там можно покрыть. Но все равно, вот если даже взять во внимание этот минус, я считаю, что бижутерия Сваровски имеет место быть, тем более, если вы увлекаетесь винтажной, кстати, бижутерией, то Сваровские ценятся до сих пор, и очень многие позиции дорого продаются, и я думаю, что потом их тоже можно будет достаточно удачно продать, не думаю, что они как-то сильно упадут в цене, и что интересно, например, у меня там подруги некоторые продавали бриллиантовые кольца, и, знаете, бриллианты очень сложно потом продать, потому что вы не задумываетесь, когда покупаете о чистоте, об огранке, и вы купили за, не знаю, $2000, а потом приходите, вам говорят $300, и все. А, например, брендовая бижутерия, в чем я еще ставлю плюс, подумайте об этом, она в стоимости не теряет, и если вы зайдете и посмотрите сейчас сережки Шанель, как бы тоже можно долгое время спорить, что это все пустая трата денег, это все ерунда, окей, но вот зайдите ради интереса и посмотрите, сколько стоят винтажные серьги Шанель. Обычные, окей, там многие могут быть немножко позолоченные, потому что тогда в целом позолоты даже в Эйвоне было, мы тоже смотрели с вами видео, и в Эйвоне были позолоченные сережки там за $5, за 6, но они все равно в цене каждый раз дороже, то есть вы посмотрите предыдущие коллекции, вы посмотрите какие-то стандартные серьги Шанель, не ювелирку, потому что ювелирка это понятно, и вот это все остается на плаву, поэтому... В общем, я стращаю вас. Если у вас есть какие-то тайные желания люксовой бижутерии, то, возможно, я ваш знак. Так, я вам хотела показать на примере Dior, потому что у меня есть 3 различные позиции, но начнем мы заход с того, что было очень хайпово, то, что все хотели в свое время, это чокер от Dior. И если раньше, давайте я его сейчас надену, просто чтобы вы увидели, как он выглядит, и если раньше были самые популярные такие тонкие, но их просто постоянно подделывают, куча каких-то непонятных уже а-ля чокеров, которые называют себя Диором, и это такая самая вот популярная для подделывания модель, то я, когда пришла, он тоже был, кстати, в наличии, решила взять вот такой, потому что он для меня показался необычным, и у него какое-то среднее напыление от винтажного, вот мне очень нравится их винтажная линейка, конкретно вот этот браслет, он винтажный, он немножко такой уже почерненный, что ли, вот как будто так и должно быть, что он немножко черненький. И я хотела тоже в коллекцию к этому браслету какой-то чокер, но в итоге остановилась на этом варианте, потому что он не такой дико блестящий, сияющий, как предыдущий, его меньше подделывают, возможно, сейчас уже его подделывают, и все-таки как он с большим таким лоском мне показался и более интересно выглядит. Ну что, знаете, вот про этот чокер... Не знаю, что вам сказать. Если говорить в целом про там, брендовую бижутерию, я уже высказала свое мнение, что я считаю, что это имеет место быть, если вам это интересно. Но чокер Dior, как будто я немножко купила его уже
поздновато, что ли. Не знаю, я вот сейчас надела его, мне очень нравится, очень красиво. Почему я не снимаюсь в нем, я не знаю, почему я не хожу в нем, я не знаю, но я его достаточно редко ношу. Наверное, из-за того, что я немного все-таки переживаю, что он может почернеть, и у меня уже была, кстати, такая ситуация очень смешная, я сняла подруге, говорю, я только 2 раза в нем была, он весь черный, и она говорит, слушай, ты точно уверена, попробуй потереть. И вот если вы специальной какой-нибудь такой тряпочкой, у меня туна, протрете, то, в принципе, почти все вот эти почернения, они снимаются. Это очень важно, потому что я видела, когда на ресейле продают бижутерию, у них прям супер она черная, и я уверена, что 70% просто ее не чистят, без всего, без средств. Попробуйте, если у вас есть, возможно, они станут лучшим украшением. И вот то же самое кольцо, например, да, Dior тоже, оно прям супер соприкасается. Вот если сравнить состояние Сваровски и диоровского кольца, они плюс-минус одинаково стоят, потому что там тоже было очень дорогое кольцо, из-за того, что там камень огромный. И это кольцо гораздо лучше себя ведет, и я его чаще ношу. Вот. Оно, конечно, я уже это терла, увидела несколько прям помутнений таких, ну, они как-то в бронзу даже уходят, но прям их мало, вот правда. Поэтому, на мой взгляд, бижутерия от Dior более качественная, чем от Сваровски. И я очень сильно люблю такую бижутерию, поэтому, если вы меня спросите, я скажу вам, конечно, да. И, кстати, лучше всего ведет себя этот браслет, он вообще не окисляет вот именно за счет своей винтажности. Я понимаю сейчас, что на камере не особо видно, но он в жизни уже такой потертый как будто. Вот у них есть такая линейка, и вот этот браслет просто, он как бы на потной ручке, простите, летом она у нас, да, потненькая, и очень хорошо себя ведет. Поэтому, наверное, все-таки я говорю да такой бижутерии, но мне больше нравится Шанель. Я просто не стала вам показывать, потому что как раз мы Dior реже видим. Наверное, все-таки Шанель как-то мне наиболее интересна, но у них, кстати, постоянно выпадают камни, вот, там похуже, но к этому надо быть готовым. Но, кстати, в Шанеле мне сказали, что они бесплатно могут вставить обратно камень, поэтому, если что, всегда найдется какое-то решение. 1 секунда. Если вы еще не подписаны на этот канал, пожалуйста, исправьте это, потому что это 1 секунда вашего времени, но это очень сильно помогает мне стабильно делать контент, развиваться и вообще завоевывать новые блогерские горизонты. Чем больше нас видит, тем больше людей обращает на нас внимание, наш бьюти-комьюнити растет, вы лучше меня знаете, потому что каждый блогер вам про это рассказывает. К сожалению, это важно, простите, это часть нашей работы. Вот, я вас не задерживаю и продолжаем дальше пускать слюни. Очки от Celine, те самые очки кота Базилио. Мы в отдельном видео тоже посмотрим всю мою коллекцию солнцезащитных очков, потому что я их обожаю. Очки — это то, вот я считаю, тоже во что можно вкладывать деньги, если вы любите эту категорию. Потому что раньше мне казалось, что это очень дорого, это неоправданно, лучше купить штаны, лучше купить джинсы, обувь, сумку, но вот что-то такое осмысленное. А потом я поняла, что, например, ту же самую какую-нибудь сумку, там, средней ценовой категории, ты, ну, пару раз выгулишь, обычно тебе жалко ее, вот как у меня с этим Жакмюсом, вот я купила и мучусь с ней. А очки ты носишь, если ты живешь плюс-минус в какой-то солнечной стране, если ты ездишь на дачу, еще куда-то, ну, то есть реально, летом ты постоянно в них ходишь. И поэтому в последнее время я, ну, не то чтобы скупаю, но говорю себе чаще «да» на эту авантюру, покупку очков, потому что очень сильно их люблю и в жизни постоянно ношу. Вот эти очки очень популярные, вы тоже видели их у всех, мне кажется, тиктокеров. Единственное, что отличает мои очки от тех, которые, возможно, вы хотите, это именно оправа, потому что она у меня металлического цвета. Да, когда мы смотрим видео инфлюенсеров, не особо там видно. Вот знаете, как-то я даже присматривалась, когда я выбирала, золотой оправы не было, и мне сказали, что даже вот эту в серебряном цвете очень долго ждали, и не факт, что золотую привезут, в общем, либо сейчас, либо никогда, и я такая... наверное, сейчас. Вот. И я пыталась понять, что, конечно, я хочу золотые, у меня и цвет волос подходящий, и мне больше нравятся украшения, золотые а-ля позолоченные, как будто больше мне это подходит, но в итоге я решила все равно их взять. И здесь тоже, знаете, немножко как будто... я для них толстовата, что ли. В общем, не знаю, мне не очень нравится, как они выглядят, но иногда мне кажется, что у меня кругловато лицо для них. Вот чисто сердечное признание. Они мне сами по себе очень прям симпатичные. Они супер легкие, они очень красивые, они подстраиваются под многие образы, но за счет того, что они более гранжевые, они хорошо как раз выглядят сегодня. Но правда у нас сегодня слишком акцентная золотая бижутерия, поэтому, наверное, не очень. Но если бы у нас был такой более нейтральный какой-то оттенок бижутерии, то мы бы с вами клево выглядели, потому что и под заколочки, и под украшения, под макияж. Ну, в общем, если вы плюс-минус программ,
Ray-Ban, что-то такое, косухи, ботинки, очень здорово. В общем, наверное, эти очки стоят того, тем более, что я очень люблю солнцезащитные очки от каких-то там более узнаваемых брендов, чем масс-маркет. Наверное, мы тоже там очень много переплачиваем, я думаю, большую степень, да, за бренд, за имя, но у меня капля больше доверия, то, что, возможно, будет как-то лучше с точки зрения здоровья наших глаз, потому что зрение это важно, и я вот очень редко, когда смотрю, я поняла, что у меня нет вообще в коллекции, я там что-то подарила кому-то, у меня были из манго очки, они красивые были, но я поняла, что мне не очень в них комфортно, мне нравится вот в плюс-минус хорошие стекла смотреть. Я надеюсь, что у Celine хорошие, потому что у меня вообще 3 пары очков от Celine, они все очень комфортные, и ты на солнце хорошо себя ощущаешь. И еще за счет чего эти очки очень популярны, конечно, это за счет вот этой сумки. И здесь была интересная история, мы когда пришли, я выбирала эти очки, и я их примерила, подруга говорит, блин, тебе очень идет, очень красиво, бери, тебе здорово. Я ей сказала изначально, что мне кажется, мне эта форма не пойдет, потому что у меня все-таки лицо все равно круглое. Даже если я буду немножко похудее, даже если я буду немножко потолстее, оно у меня вот, круглеет, что ли, не знаю. И мне более такие вытянутые формы идут, которые вытягивают как будто бы лицо. Я сказала, что, наверное, я буду ужасно на них смотреться, но давай посмотрим, потому что я очень хочу этот кейс, и это не секрет. И когда мы с консультантом говорили, первое, что он сказал, а вы знаете, такой классный кейс идет с этими очками, все приходят, только про него спрашивают, и я такая... Конечно, знаю, о чем ты, мой хороший. Естественно, я для этого и пришла. И уже потом все, мы поняли, что очки здоровские и удобные. Кстати, они такие удобные. Это как мои любимые Ray-Ban и Round Metal. Ты их просто не ощущаешь на себе. Это прям здорово, потому что есть очки, вот также то же самое Celine, у них очень массивная пластмассовая оправа, и они у тебя сползают по носу. Один раз я вообще нос натерла Celine предыдущими очками, но, в общем, иногда бывает прям сложно. А здесь они супер комфортные, если вам идет такая форма, мне кажется, прям здорово. Вопрос, насколько они будут долго в моде, но это как будто бы уже классика. Знаете, у Celine много было оправ, и квадратные, и круглые, которые а-ля винтажные, и всегда они как-то, вот я покупала, тоже думаю, все, иду просто на поводу у моды, поношу их 1 год, но вообще у меня такого нет. То есть, если мне что-то нравится, например, Converse образно, да, я их носила все время, они опять вернулись, или Уги, или что-то еще, то есть у меня такого, кстати, Уги надо было тоже в эту подборку включить, потому что я обожаю Уги, я купила Уги в прошлом году, и это лучшая просто покупка, оригинальная на сайте, потому что мне кажется, что здесь именно удобство играет роль. Наверное, не все уги а-ля уги удобные, переметнулись быстро на уги. В общем, я не принесла уги, но я просто говорю да этой авантюре, потому что это самая удобная обувь, и если вы живете в климате, в котором нету там диких каких-то, даже не заморозков, когда очень мокро зимой, то это прям здорово, потому что если мокро, все-таки замш такое сомнительное, будет не очень комфортно. И вот, мне в целом на моду, плюс-минус, я бегу за модой, но если что-то не модно, я буду это носить, потому что мне нравится, и мода цикличная, это рано или поздно вернется, и вы опять кайфанете. Но Celine я тоже покупаю, думаю, скорее всего, это краткосрочный тренд, а потом чего-то все носят, и байеры покупают, а уже новые оправы, вот те черные, которые у меня тоже очень популярны были в свое время очки от Celine, они уже сейчас в черепаховой оправе, они там в кремовой вышли, и все, и ничего не пропало. И я думаю, что за счет Celine, во-первых, в целом очень много породилось таких базильческих очков, они, наверное, войдут опять в какую-то классику, и эти сумки, конечно, все за ними охотятся, и смешно то, что мы уже покупаем и выносят мне в другом чехле. У меня просто начинается паника, а моя подруга, во-первых, она знает меня просто как свои 2 пальца, потому что мы просто лучшие друзья всю жизнь, и она, мне кажется, наперед знает эмоции, которые я буду испытывать, и, во-вторых, я ей так и сказала, что я хочу чехол. И тут я поворачиваюсь к ней, она поворачивается на меня, и я такая... И она такая, блин, а вы знаете, тут другой чехол был, а что случилось? И, в общем, они сказали, что новые партии идут с другим чехлом, как у черных, вот такой. Там тоже сумка, я вообще не представляю, как носить вот так сумку, это не очень здорово, потому что здесь прям, симпатично, смотрите. Вот ты надеваешь... И вот таким образом, и таким образом ты это все носишь. То есть реально это очень-очень красиво и прям, прикольно. Наверное, не совсем под эту сегодняшнюю мою историю, но если у вас какой-то топ, если у вас какая-то майка, будет прям симпатично, в светлых оттенках, прям. Вот. И мы такие, нам другой чехол, пожалуйста. Нашли, принесли, вроде бы все здорово. Единственное, меня немножко расстроило чехол, я скажу честно, потому что все чехлы, которые у меня были до этого, там от очков Celine, от очков Chanel, мне кажется,
нравятся, они кожаные. Ну, не то чтобы, знаете, мне прям принципиально кожу, потому что многие вообще от кожи отказываются, но они выглядят дорого. А здесь, на мой взгляд, он выглядит дешево. Ну, во-первых, тут прям сразу где-то made in China, по-моему. Да, типа made in China, изготовлено в Китае. И прям видно, что он дешевый, я не знаю. Ну, просто, может быть, в сравнении с люксовыми сумками, вот этот особенно мне вообще не нравится. Просто какая-то фиговина. Тонкая, как клеенка. Вот знаете, как на даче клеенку стелишь. В общем, немножко чехол меня разочаровал, поэтому если вы ждете какой-то супер люксовый чехол, да, вы справедливо можете сказать, что да, что покупаешь очки, как бы чехол это дополнение, и в некоторых брендах вообще чехлы вот такие, дай бог тебе дадут, и все. Справедливо, согласна, но хочется какой-то качественный. Dyson, просто визитная карточка моего канала, потому что сколько я с ним мучилась, у меня от любви до ненависти. Я, конечно, в целом его обожаю, и я его здесь сразу говорю, что советую, потому что если вы любите укладываться, если вы хотите удобное средство, Dyson это просто вне категории. Я не знаю, я знаю очень много людей, которые покупают Babyliss. У меня, кстати, Babyliss тоже хороший. Вот, но я к тому, что я не какой-то хейтер других брендов, но в целом очень много кто из моих подруг покупал что-то подешевле, либо тоже дорогое, что самое интересное, это как Android супер дорогущий и iPhone. Вот тут такая же битва очень часто, что ты покупаешь что-то тоже дорогое, но другого бренда, и потом понимаешь, что все равно хочешь Dyson. И вот многие потом приобретали все равно себе стайлер от Dyson. И единственное, что мне не совсем повезло, я там в прошлом видео рассказывала, что у меня он был с небольшим браком, мне его, слава богу, пофиксили тут наконец-то я могу удобно пользоваться и не страдать. Вот, если опустить то, что мне не повезло, потому что я и видео говорила, что, ребят, это не в целом про бренд я снимаю, а про мой случай, то, что в сервисных центрах мне, к сожалению, не совсем там оказали хорошую помощь, но я к тому, что в целом Dyson Styler это просто must-have, на мой взгляд, потому что здесь много насадок, удобный режим, ты можешь там более щадящий режим выставить, можешь выставить там средний режим, который также все равно и выпрямит твои волосы, вот у меня на среднем режиме это все сделано, и, на мой взгляд, достаточно пряменько для меня, да, вот, ну, в общем, я к тому, что если вы любите укладываться, если вам нужен какой-то стайлер, то да, это прям однозначно. Он у меня уже очень долго, и все с ним в порядке, он практически не облезает, то есть классно выглядит, и прям, наверное, мой сердечный рекомендацион. Единственное, что локоны, да, вот здесь нужно обсудить, и, наверное, лучше всего попробовать. Скорее всего, у вас у подруги есть. Я прям буду уверена 100%, что у вас точно хоть один человек в окружении, но есть Dyson. Также вы можете, сейчас, к сожалению, в России уже нет такой услуги, но раньше можно было прийти к ним в салон, они тебя уложат на Dyson, они расскажут, как им пользоваться. Там на демо-стойках просто чужой волос, там, мне кажется, к своему можно поднести, единственное, что я бы обработала его, вот, но я к тому, что можно попробовать и понять, как именно в вашем случае держится, потому что у меня осветленные волосы по 3-4 дня держатся локоны, я их редко делаю, мне не особо хочется, вот, но когда я с локонами, то, да, супер держится, при этом, например, у моей сестры, у нее там легкий натуральный волос, чуть хуже держится, у некоторых совершенно не держится, то есть здесь это не то, что Dyson плохой или Dyson хороший, просто нужно найти тот девайс, который будет работать конкретно с вашими волосами и который даст именно тот эффект, который вы ожидаете. У кого-то это может быть супер круто, это как обсуждать стайлинговые средства. Я считаю, что это тоже очень индивидуально. Поэтому Dyson это прям хорошая вещь. Дорогая? Да. Стоит ли того? На 70%, наверное. Но если вы ее купите, вы будете очень рады, потому что разные насадки, разные эффекты. Если научиться всем этим работать, это прям круто. Одежда. Я поняла, что у меня какой-то мега популярной одежды и нету. Наверное, вот мы тоже с подругой обсуждали, насколько релевантно включать сюда эти маечки из Zara. Они сейчас просто везде. Я зашла в Село, у них тоже вот эти выцвевшие майки, драненькие, везде. От Бершки, Страдиваруса и всеми заморскими до наших российских все повторили эти майки, и они сейчас опять, кстати, у Зара продаются. То есть это тоже долгая история, которая с нами будет, мне кажется, не один год далеко, потому что в прошлом году были очень популярны. У меня в 2 оттенках, и я их люблю, мне очень нравится, я в последнее время люблю такое серое выцвевшее, и я прям недовольна. Но мы что-то поговорили с подругой, решили, что сидеть и разглагольствовать про майки, это, наверное, странно, но, если что, офигенные. И я вам покажу сейчас обувь и сумки. Обувь, сумки. С чего хотите начать? Давайте с сумок, потому что, мне кажется, удобнее будет. А тут сейчас обувь начнем вам в кадр пихать. Сумки. Jacquemus. Если вы еще не видели мое видео, 2, 1,
заходите. Очень много мы говорили про эту сумку. Я считаю, что это того не стоит. Сразу. Она очень красивая. Я ее, несмотря на все наши передряги, люблю. Она здоровско выглядит, она дополняет образ, и модель не самая такая популярная, мы тоже обсуждали в прошлом видео, что, точнее, наоборот, она популярная, но она уже скорее мейнстримная, и интереснее было бы там с ремешочками взять, либо вот эта другая форма, которая более вытянутая, но мне захотелось ее, и цвет такой очаровательный, он сейчас тоже опять желтый уходит, но если вы в нюдовом в чем-то, то он больше в нюд, ну, в общем, внешний вид, то, как это дополняет образы, и в целом, вот как отдельная какая-то единица, да, это очень красиво, мне нравится, но, ребят, это не стоит того. Если у вас нет в свободном доступе 700 евро, или сколько она сейчас стоит, я видела, что в ЦУМе она, по-моему, уже 100 тысяч рублей стоит, ну, там, примерно а-ля 1000 евро, даже 890 она стоит евро, пытаюсь вспомнить. Ну, в общем, она стоит около 100 тысяч рублей, вот, образом. И если ваш бюджет не позволяет себе тратить вот эти 100 тысяч рублей, не задумываясь о качестве, не задумываясь, сколько раз вы ее наденете и как долго она вас будет радовать, то не ваш случай. Иногда бывает, знаете, что бюджет тебе позволяет, а тебе ментально, например, ну реально, у меня такое бывает, что я такая, вот казалось бы, 10 тысяч рублей на что-то, ну я могу себе позволить, а потом понимаю, что нет, не могу, ну вот не могу, я не привыкла, что я, например, покупаю какой-то краб для волос за 5 тысяч рублей, да, то есть поэтому здесь как бы сами для себя решайте. Мне многие писали, что Даш, у нас есть эта сумка, нам она нравится, она офигенная, окей, но на мой взгляд, это дорого для того качества, которое вы покупаете. Когда я подняла тему, что у меня была, коротко, если вы первый раз меня смотрите, я купила сумку, приехала с ней домой, потому что я купила вечером, утром у меня был вылет, у меня не было возможности даже ее осмотреть. Была возможность, справедливо, опять можете заметить, что даже сама провафлила, но мне ее принесли со склада. Они сказали, слушайте, у нас тут ходят, смотрят, давайте со склада, вся в бумажках. Я такая, конечно, я покупаю в официальном бутике, конечно, какие вопросы, окей. Я приехала домой, я вижу, что она просто вся разодранная, выглядит отвратительно, забегать в предыдущее видео, я там все вам показывала с картинками. И начался долгий процесс обмена. Первый раз обменяли, привезли тоже всю в пупырках, просто, ну, жопа. Других слов нет. Дальше уже договариваемся про обмен, и мне так повезло, что я тут тоже в поездке была, и думаю, давайте я зайду, сама поменяю, потому что нельзя было вернуть деньги, я бы уже вернула деньги, честно. Я пришла, опять мне достают всю помятую, покоцанную, непонятно какую. Я такая, ребят, это второй обмен, это третья сумка, ну вы чего? И я не могу сказать, что эта сумка в идеальном состоянии, то есть здесь все равно непонятно как клей, непонятно какие-то пупырки, но она супер, по сравнению с предыдущими, то есть все, я делаю вид, что она классная. То есть если бы я, возможно, ее первый раз купила, я бы даже не заметила, что что-то не так, но все равно, уже сейчас как бы досматриваешь ее. И тут, ну это я уже сама виновата, я немножко, по-моему, впечаталась, ну, я когда прошла, я ее вот так спереди носила в Италии, когда была, и я прошла и капельку задела, ну, стену, не то, что задела, ну, то есть, понимаете, я не влезла, ну, не уперлась в нее, не ударилась, а просто вот прошла и чуть-чуть сумочкой задела, и вот у меня тоже тут уже поцарапалось, ну, в общем, она супер нежная, но, знаете, вот то, что поцарапалось, это уже мои проблемы, потому что я ее поцарапала, ну, как бы очевидно, но я к тому, что когда ты берешь сумку, зная, что она проблематичная, что она там царапается быстро, хотя, кстати, по-моему, их без проблем реставрируют, тут можно что-то с ней делать, но ты не готов к тому, что она изначально будет фиговая. И когда я сняла видео, мне просто так много людей писали и в комментариях, мне в личку, там, в телеге присылали. Недавно абсолютно девушка показывала свою красную, просто лакированную сумку, я так хотела, тоже очень клевая. Она тоже мне показала, ну реально, ну, ребят, ну нет, это не просто какая-то фигня, это брак, это дичайший брак, поэтому... Если у вас есть нервы, если вы очно покупаете и осматриваете ее, да, ну если вы готовы к тому, что вот вы впечатаетесь, но это я сама виновата. Но все равно я к тому, что, короче, она капризная, так еще и я с ней намучилась, поэтому не знаю. Она мне доставляет удовольствие, я с ней гуляла, вот вчера буквально опять я с ней была, мне очень нравится, она классная, но я бы никогда в жизни не повторила бы этот экспириенс, вот реально. Не самая очевидная вещь, но я очень хочу ее включить, это шопер Merci Paris. Вот. Он был тоже очень сильно популярен в свое время, мне кажется, 3 года назад. В общем, он просто огромный шопер. И я очень давно была на них подписана, прям хотела, не могу, там очень красивые расцветки, они такие есть и яркие, и не яркие, и давно действительно за ними смотрела, за предграмме, и тут, когда появилась возможность, думаю, я хочу купить. Я купила в самом большом размере, и казалось бы, ну чем
чем тебя удивит шопер? У нас очень много шоперов обычно, у всех, у девочек, ты и ноутбуки там носишь, и если какую-то поездку едешь, тоже удобно. И чем этот шопер меня покорил? Во-первых, кстати, он розовый, у него белые буковки, я думала, что это просто, до первой стирки я постираю, скорее всего, уже будет он в ужасном состоянии, и все это будет не очень, но мне прям хотелось. Мне хотелось какую-то частичку Парижа, такую адекватную, свой гардероб. И я поняла, что это лучший шопер для того, чтобы протаскивать слишком много вещей из поездки. Я теперь всегда его беру, даже если я ничего не кладу изначально, то я его кладу в свой чемоданчик, и если я понимаю, что у меня есть возможность взять с собой лэптоп, свой ноутбук в какой-то тоже такой картоночке, я его беру, потому что он выглядит, он огромный, конечно, но когда там только ноутбук, не особо видно, что у вас какой-то он прям большой, но посмотрите, какой он вместительный. То есть его можно просто как второй чемодан наполнить. Да, это рискованно, да, возможно, вас остановят девочки и мальчики, это всегда риск, потому что сейчас, когда мы летели визаиром, там реально проверяли людей по количеству сумок, по их размерам и останавливали, и это был тот момент, когда я не взяла эту картонку, и я такая, слава богу, потому что... Не знаю, у меня так бывает, просто я еду, я как раз поменяла эту сумку жакмёсовскую, и мне ее некуда было положить, то есть я ее могла теоретически засунуть в багаж, но я понимала, что с ней будет просто ужас, потому что она очень мнется. И эта сумка меня выручила, да. То есть я просто поставила вот так рядом с ноутбуком эту сумку и везла. Поэтому, если вы хотите какой-то большой такой шопер, очень сильно мне не нравится. Я не знаю, мне кажется, их можно, возможно, через Байера тоже заказать, но я просто пришла, это такое пространство, там есть какие-то, винтажный магазин был, и вот эти сумки представлены, и различные выставки проходят, в общем, какая-то такая винтажная тусовка в Париже, но очень сильно мне понравилось, и я прям максимально советую, если кому-то нужно что-то похожее. Из еще популярных сумок тоже насмотрелась у инфлюенсеров, американские любят эту сумку, потому что она американская, если я не ошибаюсь. Это 30 Years, и здесь я изначально ее приобрела для того, чтобы ходить с ней в спортзал, но мне даже жалко теперь ее использовать, потому что, все равно у тебя там попахивает, кроссовочки грязненькие, вы поняли. И я ее ношу, во-первых, это идеальная сумка для того, чтобы ходить в СДЭК, потому что у меня очень много посылок, просто огромное количество, и я прям, во-первых, она слишком клево смотрится, уже не во-первых, а во-вторых и в-третьих, она просто очень красивая, мне вот этот цвет нравится, прям обожаю. Она здесь на молнии, то есть вы можете положить, если вам что-то нужно, и вообще прям красота. Не знаю, в общем, мне, конечно, жалко ее использовать, тут еще есть такой прям спортивный ремень, чтобы ходить с ней в спортзал, действительно, либо на природу, но я подумала, что я буду с ней в отпуск ездить, если мне нужно что-то прям небольшое собрать. Я, кстати, думала между Rare Beauty, потому что у них тоже есть такой puff bag, очень похожая сумка, но мне она показалась менее качественной, но при этом тоже там ее фиг застанешь, она вечно раскупленная, и как будто бы качество чуть хуже. И я взяла ее, просто не разочаровалась, она легкая, она водонепроницаемая, когда она отталкивает воду, она вообще не грязнится особо, не знаю, как ее мыть, потому что здесь, по-моему, картонка, а может пластмасска, в общем, надо посмотреть, но она мне прям дико понравилась, и актуально, если вы живете в регионе, где зимой дикие сугробы, снегопады и все прочее, в России, потому что она реально не мокнет, очень удобно, я зимой прям кайфанула, потому что идет снег, ты весь мокрый, а у тебя все это посылочки целенькие. В общем, сумка не первой необходимости, но если вам нужно что-то похожее, даже, мне кажется, на учебу можно, потому что мне изначально как-то было, спортивная, а потом я посмотрела, все с ней в городе ходят, инфлюенсеры, я такая, а чем я хуже, и приспособила ее. За продуктами тоже можно ходить. Обувь. Я тут, когда собирала список того, что я вам покажу, поняла, что я просто какой-то обувной маньяк. Причем самое смешное, что у меня большая нога, проблемная, неудобно ничего. То есть что я не куплю, мне все жмет, все натирает. Пишите в комментариях, если вы такая же, потому что это моя боль. Я ненавижу разнашивать обувь. И это странно, потому что обычно ты не любишь доставлять себе проблемы и неудобства, и не покупаешь
покупаешь то, что тебя расстраивает. А я вот люблю насмотреться, купить и потом страдать. Но сегодня только одна пара меня дико расстроила из того, что я вам покажу, все остальное прям... Уги мы с вами обсудили, наверное, подсниму вам их, потому что это самая удобная обувь. Как это здорово! Ты обул, и просто как будто облачка неимоверные твою ногу окутывают. Удобно, очень красиво. Единственное, что я очень долго ждала в наличии свой размер, то есть там действительно все раскупает. Я хотела на платформе сперва купить, но на платформе я подумала, у меня реально нога проблемная, косолапая, неудобная. И я подумала, что я, наверное, буду просто, съезжать с этой платформы, и нафига мне эти приключения, у меня вечно и так жизнь сплошные приключения. И я решила купить стандартные, многие пишут, что на высокий подъем не подходит, но у меня высокий подъем, и мне удобно, мне не жмут, все прям замечательно, поэтому уги оригинальные, очень вам советую, если как раз-таки погода вам позволяет, потому что если у вас вечно слякоть, это не вариант, они будут дико грязные, и, кстати, по-моему, стиралки даже некоторые стирают, но, знаете, я тут недавно дорогущее пальто пыталась я стирать и посадила белое пятно, и теперь никто не говорит, что... все говорят, что не красит трикотаж. В общем, я говорю, слезы аж прям наворачиваются. В общем, я тот еще постирашкин, поэтому меня не слушайте. Так, и переходим уже к следующей обуви, которую я взяла. Это, конечно же, кроксы. Я тут постаралась все для вас отмыть и начистить, чтобы вам было приятненько смотреть, но если что... сорян. Вот. И, значит, кроксы тоже в одно время стали опять очень популярные, они удобны уже давно, там врачи в них ходят и так далее, но тут начали все, я тут думаю, а чем я хуже? И вот здесь, во-первых, просто мне повезло. У меня такой переходный размер между мужским и женским, и поэтому очень часто я беру обувь с большой скидкой в мужском отделе, потому что она самая там минимальная, начинающаяся для мужской стопы, и вот это тоже были в мужском отделе очень дешевые, там порядка, мне кажется, 20 евро они были, или 18, или 15, но прям для кроксов очень хорошо. И я изначально подумала, нафига мне леопардовые кроксы, а это был тот период, когда я только принимала в себе, что я леопард, что я обожаю все леопардовые, и я купила их, такая, очень функционально, спасибо. Они как бы в целом, да, такие акцентные, и еще и леопарды. Ну, как видите, я еще купила себе кучу просто этих дживицев, или как они называются, у меня здесь есть и оригинальные, и что-то с Озона. Кстати, было написано, что они якобы оригинальные, но это вообще не та вещь, которую меня беспокоит с точки зрения оригинальности. Вот реально, то есть я очень люблю, чтобы все было четенько, чтобы все было, не совсем я жалую фейки, а здесь вот я такая, да и пофиг, типа за 99 рублей, да пожалуйста, давайте мешок. Вот, и здесь двоякое мнение, я их люблю носить носком. С носком мне очень удобно под длинную одежду, они закрытые, поэтому носок практически не видно. Даже если немножечко он будет вылезать, они слишком акцентные, и это реально не бесит, не раздражает и не оттягивает на себя внимание, потому что, здесь и так, как вы знаете, есть на что посмотреть. С носками неимоверно удобно, все дышит, аж здесь все в дырочках. Суперская обувь, но без носков не натирает, я не знаю, вот многие тоже рассказывают, что у тебя и стопа мокрая, и влажная, и неудобная, и вот ты трёшься об эту резиночку, она вроде бы и мягкая, вроде бы и неплохая, но все равно без носков мне не нравится. Я ходила на пляж один раз в них, и очень все натерла, и по городу, когда тоже я хожу в них по городу, мне очень нравится, очень здорово, всем советую, очень удобные. В прошлом году, мне кажется, почти каждый день их носила. Вот, и без носка мне больно, мне натирает, возможно, реально у меня проблемная нога, но вот если вы готовы носить с носками такую обувь, я думаю, вам понравится. И самая неудобная обувь на планете — это биркенстоки. Как же это произносится? Ненавижу. Сразу хочу сказать, простите, один раз буквально ты их обуваешь, и вот остается отпечаток твоих лапок. Поэтому, возможно, не очень эстетично, но... Я не знаю, кто говорит вам, что это самая удобная обувь на планете, потому что я тоже насмотрела всех этих блогеров, купила и просто готова высказать личное недовольство каждому, кто их рекомендовал, потому что это самая неудобная обувь на планете. И мне многие писали, что у вас просто, Даша, нога проблемная, вам поэтому неудобно, это говорит о том, что вам нужно сходить, там, кто у нас ножку смотрит, там, становишься, когда тебе говорят, у тебя плоскостопие или нет. Да, ребят, но тут проблема не в том, что мне неудобно в этой пробковой подошве, которая как раз ортопедическая. Тут даже бы прикольно, как будто. Но мне дико натирают эти ремни. Вы спросите, Даша, а ты не видела, что они жесткие?
но видела, честно, блин, ну не подумала вообще, потому что я когда выбирала, это самая дорогая еще версия, там есть из нубука, там есть из а-ля велюра какого-то, из замши, и это было все дешевле, и мне еще консультант говорит, ну возьмите кожаные, они у вас всю жизнь проносятся, я такая, конечно, я же люблю на всю жизнь мучиться, и вот взяла их, и просто, пожалуйста, я даже затеяла это видео, честно говоря, я опять пришла пару дней назад, натерла просто в хлам свои ноги, записывала видео подруге, говорю, кто это советует, это невозможно носить, и я не первый человек, кто так говорит, я смотрела очень много, у кого вот такая жесткая кожа, она просто даже не сгибается, она вот как будто тебе какой-то, я не знаю, лезвие из кожи дали, ну это реально больно очень, и я говорю, что я не знаю, кто это советует, но это невозможно носить, вот, и я поняла, что я хочу снять для вас это видео, чтобы уберечь ваши ножки, ваши лапки, если у кого-то есть именно в этом исполнении в жесткой коже биркенстоки, пожалуйста, напишите мне, умоляю, как их носить, я уже даже думала с носками, потому что в Европе, честно говоря, их носят с носками, и я подумала, что а чем мы хуже? Вот будем тоже с белыми носками. Но если вдруг у вас есть какой-то вариант, как вот это все разносить, чтобы это не жало, очень прошу. Мне натирает вот здесь, потому что мне бьет просто эта огромная бляшка по моему пальчику, и мне натирает по бокам, вот здесь. Вот, поэтому я не рекомендую. Не исключаю, что если они замшевые, вы будете кайфовать. Но с этими, и потом очень много у кого видела тоже в Телеграме, девчонки писали, что купили и не могут в них ходить. Пожалуйста, смотрите, чтобы кожа не была жесткой. И самая удобная обувь на планете, в противовес тому, что мы сейчас с вами смотрели, это, конечно, New Balance. Наверное, вас уже достали друзья, которые вам говорят, что New Balance это самая удобная обувь на планете, и я тоже так думала, потому что, честно, я не верила, я думаю, ну не может быть, что они настолько удобные, но это какой-то просто культ New Balance, который невозможно описать, потому что у меня, ну вот, много есть в окружении тех, кто обожает New Balance, простите, их было очень сложно оттереть, я постаралась, но прям, мне кажется, им уже нужна небольшая химчистка, потому что я их каждый день ношу, каждый день. И, кстати, тоже посоветуйте, вы знаете, чем оттирать вот эту штуковину. Я сеточку попробовала мыльным раствором, но как будто не до конца оттерлась. Для того, как они выглядят спустя 3 месяца носки, вполне себе хорошо. Ничего, кстати, у меня не протерлось, потому что они часто вот здесь протираются. Эта модель самая популярная сейчас, 90-60, вот, которая вот такая, а-ля, сейчас покажу сзади, здесь видите? Как будто копытца. Вот. И я увидела, я даже не помню, я помню, что какие-то были там популярные, вот эти а-ля спортивные New Balance, и тут я их увидела в магазине, померила. Они дорогие, стоят 179 евро, и это в Европе. То есть у нас, по-моему, они там 25-30 тысяч в Москве стоят, ну, в зависимости от того, где вы покупаете. И я сфотографировала подруге, говорю, блин, что-то дорого, но так удобно, такие классные. И она говорит, ты чего, это же самые популярные, типа сейчас все в них ходят. И я поняла, что все мои какие-то фотографии, где я там образы себе сохраняла, еще что-то, New Balance, которые я хочу купить когда-нибудь, они были все с этой моделью. Очень востребована сейчас модель, и это самая удобная обувь на планете. Вы сейчас посмотрели мои отзывы на кроксы, на вот эти биркенстоки, не могу даже про них говорить без злости. И уже я сказала, что у меня нога проблемная, поэтому если у вас тоже проблемы с тем, как вы переносите новую обувь, если у вас не проблемная нога, это самые удобные кроссовки на планете. Я вам серьезно говорю, они такие, они просто вот как облачка, ты идешь, и так удобно. Вот эта большая платформа, которая а-ля, ну такая прям активная, она не ощущается. То есть нет такого, что ты вот помните, у Рибоков были были смешная очень модель, когда ты как будто качаешь попу, типа такой спортивный. Вот здесь такого нет. То есть тут ты не чувствуешь, когда идешь эту подошву, такую нестандартную. Вот, поэтому New Balance просто, я теперь хочу другие, напишите, какие у вас есть, я уже такая, хочу себе еще какие-нибудь. Вообще, мне не хватает кроссовок прям кожаных, чтобы, знаете, не бояться в них ходить по плохой погоде, потому что эти замшевые и сетка, и, естественно, они дико пачкаются именно вот в плохую погоду, и это расстраивает. Поэтому пишите мне, пожалуйста, в целом, какие модели New Balance мне посмотреть, и посоветуйте мне что-нибудь на проблемную ногу. Вот хочется чего-то такого кожаного прям, чтобы не переживать за них. Ну что, это все, что я купила под влиянием инфлюенсеров. То, что меня буквально заставили купить. Смотрела реально во всех просто областях. Ну вот, мне кажется, как достаточно разносторонне получилось. Напишите, пожалуйста, есть ли что-то у вас из этого списка. Остались ли вы довольны, либо наоборот, вы
разочарованы. Согласны ли вы с моими суждениями? Потому что, возможно, вам вот нравится эта обувь, либо вам нравится этот блеск, и вот он суперский, а ты даже чего-то не поняла. Буду очень рада почитать ваше мнение. Я с вами прощаюсь совсем ненадолго. Новое видео будет совсем скоро. До новых встреч. Пока.